Ребята, всем привет! С вами Алла. Сегодня посмотрим общий расклад на тему «Какая женщина вас любит?». Кто у меня впервые на канале, а также те, кто просто наблюдают за моим каналом, подписывайтесь. Хватит наблюдать, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, активничайте. А сейчас мы переходим к общему раскладу и выбирайте свой вариант. Загадайте цифру 1 или 2 и выбирайте вариант. Итак, первый и второй. Первый вариант: какая женщина вас любит, если вообще такая. Может, окажется, что и не любит. Поэтому вы не сильно реагируете на название в том плане, что если какая женщина вас любит, значит обязательно карты покажут, что она вас любит. Нет, это же общий расклад, поэтому я не знаю, что тут карты будут показывать. Может, сейчас наоборот покажет, что не любит. Так, ну что, давайте смотрим, кто в первом варианте. Значит, сигнификатор королева мечей. Это по знакам зодиака у кого-то может отыграться. Водолей, весы, близнецы. Темный цвет волос, темный цвет глаз, высокая, худенькая, стройная женщина. По темпераменту достаточно сдержанная, может быть даже холодная, очень рациональная и очень хорошо умеет свои эмоции держать в кулаке. Может быть очень принципиальная, холодная, у кого-то даже может быть расчетливая. Но, как правило, это очень умные женщины, у кого-то даже могут быть хитрые, манипулятивные барышни, но такие, знаете, со внутренним стержнем. То есть тут вряд ли что-то навяжешь ей, или вряд ли там как-то можно такую женщину долго обманывать. Так, ну что, про кого тут пойдет речь? Значит, ребят, в первом варианте здесь про какую-то любовь, которая не реализовалась. Ну, вы знаете, в принципе, карты говорят, что женщина вас любила, но как-то тут любовь куда-то подевалась. Вы сейчас вряд ли вместе. Первый вариант, ребят, нет, вы тут не вместе все-таки. Здесь карты про то, что вы расстались. И у кого-то здесь будет отыгрываться, что вас давно уже нет вместе как пары, но при этом сердца ваши до сих пор еще не отпустили друг друга. У женщины здесь, кстати, был очень большой на вас план. Здесь могло быть такое, что женщина либо была вашей женой, но вы потом развелись, либо так и не дошло до этого, но она очень сильно думала о том, чтобы выйти за вас замуж. То есть вы здесь были ей очень важны, очень нужны. И здесь женщина в своей голове держала вот как идеал вас, как своего мужа, как человека, вот, который вот на 100% соответствует ее ожиданиям. Кто такой муж, кто такой любимый человек, мужчина и так далее. Так, а что тут такое произошло? Почему такие сложные карты? Ребят, что-то вы тут не вырулили вдвоем. Вы тут не прошли какой-то... Да, вы тут не прошли какой-то урок. И что-то тут у вас, смотрите, как вообще не заладилось. Тут были очень хорошие отношения. Ребят, у кого-то, вы знаете, расклад общий, поэтому смотрите, тут несколько вариантов может быть. У кого-то здесь вмешалась магия. Здесь могла ваша какая-то бывшая вмешаться. И здесь могли быть отвороты, кстати, либо наоборот привороты, чтобы вы вышли из этих отношений. И таким образом королева мечей здесь вас могла потерять. У кого-то здесь может отыграться, что у вас, у самого в роду очень достаточно проблемный род. У кого-то может отыгрываться, что у вас по материнской линии невезение в личных отношениях. То есть имеется в виду, что женщины вашего рода, либо они одиноки, либо у них вот не складывалась личная жизнь с мужчинами. Либо муж был, но она его не любила. И у вас вот тоже может быть как повтор вот этой родовой материнской программы, что как только вы встречаете любимую женщину, через какое-то время вот все начинает идти не так, и с этой женщиной рассыпаются отношения. Поэтому здесь речь про то, что у кого-то магия, у кого-то родовая карма негативная, которая просто, как знаете, вылилась, реализовалась в то, что вам не удалось эти отношения удержать, вам не удалось эту женщину возле себя, скажем, удержать и создать с ней счастливые отношения и классную семью.
Также есть показатели на то, что, знаете, как вот в этих отношениях вот как будто некий фатализм присутствовал. То есть когда вы могли с этой женщиной очень сильно хотеть быть вместе, но постоянно в ваших отношениях вот как будто были какие-то препятствия, как будто, знаете, вот извне приходили какие-то ситуации, которые вас разводили. У кого-то, может быть, болезни были, у кому-то надо было уехать за границу, у кого-то там, не знаю, по работе какие-то были проблемы. Ну, то есть такое ощущение, что вот в первом варианте, знаете, вас судьба как разводила с этим человеком, с этой женщиной, и в итоге вы все-таки расстались. Но при этом тут действительно речь о том, что сколько бы тут ни прошло времени, женщина эта вас действительно до сих пор любит. Но почему-то она не верит в то, что вы тут можете быть вместе. Почему ты не веришь? Вы знаете, у кого-то, кстати, может отыграться, что у кого-то из вас есть взрослые дети. И очень большая проблема вот возникла между детьми и между вами. Здесь с чьей-то стороны, с вашей, либо с его стороны, дети категорически против ваших отношений. Здесь, кстати, дети даже могли вмешиваться и очень сильно мешать тому, чтобы вы воссоединились и были семьей. Также, ребят, есть вариант того, что здесь родственники категорически против ваших отношений. Поэтому тут у многих может отыграться, что именно родственники, дети здесь являются как раз вот этой причиной, из-за которой вы не смогли остаться вместе. То есть вплоть до того, что тут вам реально как-то гадили. Какие-то сплетни могли пускать, там ссорили вас, может быть, в лицо кто-то кому-то тут что-то вот прям ругался с вами, у кого-то за спиной. Здесь были какие-то такие, знаете, гадкие вещи. Вот когда родственники могли наговаривать друг на друга, вернее, как, знаете, обгаживать вас с этой женщиной друг другу за вашими спинами. То есть когда какие-то догадки подбрасывались, сплетни какие-то подбрасывались. И вот так вот, кстати, могли вас рассорить, и вы так могли расстаться. Так, а какая тут рекомендация в первом варианте? Ну, смотрите, на самом деле любовь здесь есть, и она до сих пор хотела бы быть все-таки с вами. Женщина здесь действительно до сих пор хотела бы быть вашей женой. Здесь речь о том, что здесь необходимо, знаете как, между вами может быть какая-то непроговоренная ситуация. Может быть, как что-то ей на вас наговорили, и вы это не обсудили. Вот такое ощущение, знаете, что как будто между вами какая-то непроговоренная, очень серьезная ситуация, когда вы друг на друга думаете то, чего на самом деле не происходило. То есть такое ощущение, вот как будто вам, знаете, вот накапали яда в ваши отношения со стороны. И ваши отношения именно из-за этого не получились. Поэтому, ну, тут как-то, смотрите, отношения, в принципе, здесь могут восстановиться. Здесь просто нужно выйти на связь, и здесь нужно поговорить искренне о том, что, послушай, между нами пробежала черная кошка, вот я бы хотела эту кошку все-таки проговорить, потому что ты можешь меня не так понимать, или там то, что ты думаешь, это не так, или вот то, на чем мы с тобой расстались, это не так все было на самом деле. Ну, то есть вот эта ссора, которая между вами сейчас, она потому что вот что-то между вами не проговорено действительно, и женщина вас неправильно поняла, и вот на этом фоне вы с ней и расстались. Поэтому тут чувства есть, но, ребят, тут надо что-то проговорить. Для этого здесь необходимо выйти на связь, потому что женщина про вас думает то, чего на самом деле не было. И могли на вас просто наговорить. Поэтому вот такой тут достаточно сложный первый вариант получился. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А мы идем дальше и смотрим второй вариант. Так, и тут у нас колесо фортуны. Какая женщина вас любит? Ну, тут сразу двойки, тоже нестабильные отношения. Здесь тоже могут быть отношения крайне редко, встречи. Либо вообще сейчас нет отношений. Сейчас посмотрим. Так, аркан Луна. Знаете, тут этот статус. Все сложно. Да, тут тоже вряд ли есть отношения. Здесь вы иногда можете появляться на связь, может, на какие-то праздники, может быть, ну, крайне редко вы тут выходите на связь, на самом деле, с этой женщиной.
Что-то вы тут вдвоем, смотрите, боитесь очень сильно обломаться. Где женщина очень сильно боится, что вы ее как-то там, знаете, не так поймете, или там она очень сильно свои слова пытается как-то так контролировать, чтобы, знаете, там вы вдруг вы неправильно ее интерпретируете, вдруг вы не так его поймете. В общем, как-то она тут сильно заморачивается по поводу того, что вот вы про нее подумаете. Так, ну как-то женщина тут, слушайте, что она тут точку поставила, очень жирную на ваших отношениях. Знаете, тут какие-то мечты были, вот она даже вас ждала, но вы, видимо, не появились в тот срок, не сделали вот тех поступков, которые она от вас ожидала. Знаете, такое ощущение, что вот во втором варианте здесь женщина вам давала шанс, но этот шанс она не проговаривала с вами в лицо. Что это значит? Это значит, что она для себя вот поставила какие-то сроки. Ну, примерно как это могло выглядеть. Например, там, я ему даю там, до конца этого года шанс. Вот я его подожду до конца года. Ну, или там кто как, да, там, я там 3 месяца еще подожду, понаблюдаю за его действиями, или там я полгода там за ним понаблюдаю, вот как он себя будет вести, появится ли он на связи, там, будет ли он активничать, там, скажет ли он мне что-то, то, что я от него ожидаю и так далее. И, видимо, в этот срок вы не уложились. То есть или вы не вышли на связь вообще вот в этот промежуток времени, или вы вышли, но не сказали то, что она хотела. Здесь женщина как-то, знаете, вот она стала в позу. В том плане, что вот она сама для себя решила, что вот вы там в чем-то поступили некрасиво. Здесь почему-то есть про то, что вы ее не выбрали или вы ее как-то там обманули в ее каких-то ожиданиях. И здесь про то, что, как, знаете, вот у вас не было возможности проговорить честно друг другу в лицо вот ваши претензии друг к другу. Вот как будто вы вдвоем, знаете, как проглотили вот эту проблему вашу взаимную, но вы ее не проговорили. Вот в чем дело. И здесь ситуация такова, что женщина вот на фоне вот этой непроговоренной обиды и претензий на вас, она замолчала. Но при этом она как бы сама вот для себя поставила некий срок условный, да, что вот если ты за это время не проявишься, не проявишь инициативу, ничего мне не предложишь, не покажешь мне поступок мужчины, там вот как она себе его так представляла в голове, то как бы все, точка. Ну и судя по раскладу, вы ничего не сделали в этот период. Из-за чего она вот пришла к выводу, что ну значит все. Значит, как бы не судьба. Ну, смотрите, здесь женщина, знаете, которая... Здесь нет активных карт. Здесь женщина, которая, вот знаете, как-то так все пустила на самотек. Типа, ну вот если ты моя судьба, то как бы вот ты сам все сделаешь. Вот ты как бы сам придешь, сам все скажешь, сам все поймешь, сам вот возьмешь эту ответственность на себя, в свои руки. Да, я тебя люблю, но как бы я ничего делать не буду. Да, вот видите, то есть как бы здесь абсолютно какая-то пассивная форма, но при этом я тебя люблю. Здесь, знаете, вот такой посыл, что я все, что я могла, я сделала. Ты не оценил. То есть тут было что-то с ее стороны. Может быть, был какой-то разговор с ее стороны. Вы на этот разговор не отреагировали. Может быть, тут какой-то поступок был со стороны этой женщины. Вы на этот поступок не отреагировали. Или вовремя, или вообще не отреагировали. После чего женщина, мягко говоря, обломалась и решила, что как бы, ну все, типа нет, я вот один раз только предлагаю, если ты как бы морозишься или там ты игноришь меня, я этого больше повторять не буду. Здесь женщина такая, знаете, вот гордая. Здесь про то, что женщина проявлялась, ребят. Она что-то делала здесь. Либо она вам говорила про свои чувства, либо она вам говорила про свое желание с вами быть, но здесь женщина проявлялась. То есть вы, видимо, как-то вот упустили этот момент. Или вы решили, что типа, да ладно, куда она денется. Ну, то есть вот что-то тут было. Тут уже сами думаете, у кого тут как лично будет отыгрываться вообще расклад. Но в любом случае здесь женщина, она делала какую-то активную позицию, и она ожидала от вас реакции. То есть она ожидала от вас инициативы вот в ответ на ее вот эти выпады. Но, видимо, ничего не последовало в ответ, либо, может быть, вы вообще как-то отвергли вот то, что она вам говорила.
Может быть, вы были не готовы в тот момент, так тоже может быть. Но после этого все. Дверца захлопнулась, и она для себя приняла решение, что ну, нет, так нет. Как бы дважды я предлагать не буду. Поэтому, знаете, как бы здесь чувства есть, но типа все, поезд ушел. То есть я ничего больше делать не буду. Вот только если ты сам теперь будешь активно проявляться, и я действительно увижу, что ты во мне заинтересован, я опять распахну свое сердце. Но сама ничего делать не буду. Здесь что-то связано со сроками. Ну что, вот я тебе давала уже шанс, ты этот шанс не взял. Как бы и второй раз тебе шанс не дам. Здесь вот про это, ребят. Вот такая вот здесь двоечка получилась. Кто узнал свою женщину, кто узнал свою ситуацию, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что это был общий расклад. Вы можете ко мне обратиться за личным раскладом. Мои контакты находятся на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. На этом всем хорошего вечера и всем пока.